Вітаю вас! Я Світлана, і ви потрапили до мене у сад. Сегодня расскажу вам что-то очень красивое и интересное. Про розы питомника Барни. Я подсознательно выбираю розы в свой сад по форме бутона и по цвету, не особо углубляясь, кто селекционер. Просто нравятся те, которые визуально цепляют взгляд. И с удивлением обнаружила, что роз Барни у меня не 2, не 5, а больше сортов в саду. Сегодня буду вас с ними знакомить, вдруг и вы влюбитесь в эти шедевральные сорта роз. О каждом кратко расскажу сорте, основные характеристики и особенно интересности. Идемте любоваться розами. Сейчас как раз холодно, снег, самое время. Для начала хочу немножко рассказать про питомник роз Барни. Он основан в далеком 1882 году в Тоскане. Несколько поколений продолжает дело Витторио Томмазо Барни, основателя, радуя весь мир такими уникальными сортами роз, красота которых просто не оставит равнодушными. Ежегодно в результате селекционной работы и каких-то испытаний питомник предлагает миру все новые и новые и необычайно красивые сорта роз. У них какой-то особый цвет у роз Барни. Они неповторимые, фантастически красивые, устойчивые к заболеваниям, а самое главное, что они выделяются. Увидишь эту розу и понимаешь, это точно роза Барни. 4 поколения семьи Барни занимаются этим делом. Видимо, им это очень нравится, потому что они предлагают все новые эксклюзивные сорта роз. Не только для итальянских садов. Первое направление, которым занимается семья Барни, создают они собственные розы. Новинки, которые селекционируют не 1, не 2, а до 10 и больше лет надо, чтобы какой-то шедевральный сорт предложить миру. Наблюдают за ним, тестируют, оценивают его характеристики. Вот этим занимаются. А вторая у них сфера деятельности. Они берут в размножение неизданные сорта роз от самых известных селекционеров со всего мира и занимаются интродукцией. Интродукция – это распространение растений каких-то в местах, где они раньше не произрастали. Допустим, вот Том Карус в США много красивых роз создал, а на территории Европы они были не так популярны. И вот питомник Барни берет в разведение самые выдающиеся сорта. Это чтобы вы понимали немножко, почему так получается. Питомник один, а оригинатор другой. Ну что, смотрим, какие розы оказались у меня в саду. На подсознательном уровне я их выбрала. Первая роза, которую я хочу вам показать, это плетистая роза Night Owl. Питомник Барни, а оригинатор-селекционер Том Карус, 2007 год, США. Роза удивительной красоты. Малиново-бордовые, большие лепестки, а по центру очень много ярко-желтых тычинок.
Цветок Night All довольно большой, до 10-12 сантиметров, как для плетистой розы. И растет эта роза до 4 метров. По лепесткам малиновые блики. Цветок очень такой выразительный, красивый, представительный. Оттенки винно-фиолетово-бордовых. Название сорта переводится как «ночная сова». Интересно, что куст мощный, но побеги гибкие и без шипов. Цветок полумахровый. Из интересного хотела сказать, оттенок открытого бутона остается такого же насыщенного красивого цвета до полного увядания и опадания. Очень много на ней бутонов. Цветет кистями не по 3, по 5 штук, а по 10 и может быть даже больше. Ну, бывают и по 2, по 3 цветочка немного. С первого года, как вы ее посадите, она будет вот так вот шикарно, сильно цвести. Перерывы в цветении небольшие. Относится к группе кламбер. Аромат средний, сладкий, немножко такие нотки гвоздики. Розой довольна. Роза очень украшает у меня зону возле дома. Красивая, да? Следующая роза, которую я хотела вам представить, которая у меня тоже оказалась вообще случайно. Это роза этруска. Питомник Барни. И оригинатор тоже Барни. 2006 год. Роза этруска из сорта серии Тоскана. Чайно-гибридная. Высота куста до 1,5 метра, но у меня она выше. Диаметр цветка достаточно большой, до 12-14 сантиметров. Отличительным знаком этой розы является листва на молодых побегах. Она бронзово-красная, это она не заболела. Такая листва у нее и есть, когда молодые, а потом как-то постепенно становятся темно-зеленые, красивые. Вот такие. Роза довольно устойчива ко всем болезням. Ну и, естественно, обработки ей нужны. Цветки густо-махровые, форма такой ностальгической, немножко рюши, как волнистые. Вначале они оранжевые, а потом ярко-абрикосово-лососевые, даже я так бы сказала. Бутоны открываются постепенно, медленно. Аромат умеренный, такой не сильно резкий, розового масла. Цветение повторное. Роза свои цветы держит сама. Никаких подвязок, ничего не надо. Вначале раскрывается обычным таким классическим бутоном чайно-гибридной розы, а потом большая махровая розетка. Вот на фоне с Gloria Day она прямо играет цветом. Довольно рослый куст. Его лучше посадить вторым планом. Я вот сделала небольшую ошибку и в первый ярус ее посадила. Если вы от этой розы в восторге, она вам понравилась, уже пошли ее искать, подождите минутку, я сейчас вам покажу что-то очень красивое, удивительное. Роза Анна Малинари. Вы ее увидите, и тогда точно пойдете в питомник Барни выбирать себе розы. Следующая роза Анна Малинари. Питомник Барни. Оригинатор, селекционер тоже Барни. 2016 год. Роза чайно-гибридная. Я бы сказала, роза средняя, высокая. Куст нарастает не очень быстро, кустик, но эта роза удивит вас своим цветом. Аромат
средний. Цветы большие, махровые. Как с картинки роза. Назван сорт в честь дизайнера Анны Малинари. Дизайнер такая импульсивная, яркая женщина, и роза, соответственно, ей роза-праздник. Интересности у этой розы, что от температуры окружающей среды зависит ее цвет. Второе цветение, ближе к осени, она переходит в желтый цвет. Я вам ее покажу. Только по самому краешку розовая кайма. А вот это ее первое цветение. Так вот она выглядит. Роза стоит сама, без опоры. Отлично для срезки. Очень стойкий сорт к болезням. Дождь держит, лепестки не портятся. И ветра не ломают эту розу. Красивая же. Просто восхитительный сорт. Очень много лепестков, до 60. И сам цветок большущий, прямо бутон. Я думаю, эта роза вам очень понравилась. Вот сейчас как раз желтый букет прямо их. Это на одном побеге такое количество бутонов. Больше 20. Я тогда считала, уже не помню сколько. И она ее держала сама, вот эту ветку с таким количеством бутонов. Но она, конечно же, эта роза красивее в первое цветение, когда играет как цветок лотоса с розовым оттенком, похоже. Ну, если вам сажать уже розы некуда, можно в кашпо. И для этого как раз подходит спрей розочка Бриоза. Небольшая, аккуратная, до 60 сантиметров ее высота. Ну, конечно же, все зависит от ухода. Бутоны у нее такие шаровидные, распускается очень медленно, цветет кистями с большим количеством цветочков. Листва нежно-салатовая, но потом немножко темнее. На солнце она вообще как светится, переливается. Цветочки небольшие, до 7-8 сантиметров. Махровый, красивой такой формы, желто-оранжево-лососевый. В пасмурную погоду, в каплях дождя у нее появляются такие оттенки кораллового. Из интересностей у этого сорта красивые переходы цвета по мере того, как цветок стареет. Она даже красивее становится в оттенках. Вот такие коралловые, красивые нижние лепестки становятся. Куст довольно компактный, где-то до полуметра по ширине. И высоту где-то 60-70, не больше. И дождь, и солнце держит отлично. Вообще все розы Барни очень любят солнце, как все итальянцы. Ну и следующая моя красота неземная – это роза Love Song. Питомник Барни, оригинатор Том Карус, то есть взял питомник, ее в разведение и продажу. Роза считается флорибундой или кустовой даже формой. До 1,40 м высота может быть, но я хочу сразу сказать, что у меня на эту высоту не набрала. Цветов очень много, как у флорибунды, по несколько на одной ветке, но она мне не такая пышная, многочисленная по цветам. У флорибунды, мне кажется, еще больше должно быть цветов. Растет тут в полутени под штамбовой гортензия Magical Sweet Summer. Я думаю, ей тут хорошо, потому что все лавандовые розы на ярком солнце выгорают. Как видите, они цветы хорошо держат дождь, в каплях дождя стекли они, и лепесточки остались целые. То есть они не тонкие и такие прозрачные, как у некоторых роз, а довольно плотные.
Красивые переливы цвета в глубине цветка. Видите, как чернильные. Бутоны немножко заостренной формы, и сам лепесточек по краю тоже немножко остренького. Но раскрывается, показывает серединку. Из интересного у этой розы, знаете, что у нее самый большой размер цветка именно в прохладную погоду. То есть она как бы в прохладном климате красивее и больше. Аромат умеренный. К болезням стойкий сорт. Love Song. Ну и следующая шедевральная красавица питомника Барни – это роза Роберто Капуччи. Питомник Барни, селекция Барни, 2000 год. Скажу сразу, что понравилась она мне сразу, с первого же цветения в первый год. Почему? Потому что расцвели цветки ее огромными и самыми первыми, больше ладони. Во второе цветение и в третье, тут даже 3 волны у нее, сам цветок немного меньше. У меня тут посажено 3 куста. И поэтому смотрится так объемно. На самом деле кусты у этого сорта Роберто Капуччи высокие, но узкие. И чтобы вот так красиво смотрелся, надо, возможно, тоже по 3 куста сажать. Это роза из сорта серии Тоскана, опять же. И названа в честь известного модельера. В этом сезоне немножко пригорели лепестки, и не мудрено. Цвела она, видите, вместе с лилиями и гипсофилой. Красиво. У этой розы из интересностей переливы жемчужно-розового. По мере раскрытия розовый переходит в перламутровый. Такая тональность самого цвета очень интересная. Она как бы переливается, светится перламутром. Мне кажется, ее на контрасте с какими-то розами надо садить, тогда она более выигрышно будет смотреться. В центре, видите, больше розового, но по мере распускания она как бы немножко более в кремовые тона уходит. Куст не разваливается, держится сам. Побеги очень такие крепкие, толстые. Цветы большие, как я сказала, до 15-16 даже сантиметров. На одном побеге немного цветов. И еще одна моя новинка, я про эту розу рассказывала, Гранди Джардини Итальяни. Прямо она меня поразила в этом году. Первый раз она у меня цвела. Питомник Барни, оригинатор тоже Барни, 2019 год. Новая роза относительно. У нее очень высокий бокал. Видите, она такая узенькая и раскрывается постепенно. Махровый цветок, больше 12 сантиметров. Но мне понравилось, знаете, что у нее? Она когда раскрывается, она как огромный мак становится, малиновый. У нее вначале, камера не передает, кажется, что она красная. А на самом деле оттенок малинового. А аромат такой волшебный, на что я к ароматам совершенно спокойна. Это роза, я прямо утром вставала, бежала в сад понюхать ее. Распустилась, не распустилась. Пахнет просто восхитительно. Когда цветочек раскрывается, вон немножко желтые тычинки видны. Такая красивая, не знаю. Но она высокая. Она у меня такие стрелки осенью попускала. Это первый ее год. Крупные такие махровые цветы. Высокий центр. Распускается роза очень медленно, но и очень быстро потом опадает, когда совсем распустилась, лепестки в один день раз, и все. И жду новый, когда распустится бутон. Каких-то перерывов у нее в цветении я не помню. 1-2 цветка все время были.
ароматно какими-то фруктами. Замедленная съемка, и видна какая-то пчелка маленькая. Это не пчелка, оса какая-то. На запах летят, на аромат. Ну, смонтировала я это видео, посмотрела, какие красивые розы были. И думаете, что я сделала? Думаю, ну-ка я одним глазком посмотрю на оригинальном сайте питомника, что же у них там есть новенького. Ну и как итог, я себе выбрала, еще хорошо не заказала, заказы будут в феврале, новые сорта роз питомника Барни. Буду искать эти сорта в наших предложениях, питомниках. Куда сажать, не знаю. Уже некуда сажать. Но я, знаете, что решила? А я подумаю об этом весной. Желаю вам найти свои хотелки. Может быть, какие-то розы из тех, что я вам показала. Может быть, что-то вы найдете свое по цвету, по форме. Посмотрите именно на сайте питомника Барни предложения их. И будем искать место для них. До встречи в новом видео. Всего хорошего.